Приветствую всех читателей моего блога. Бывали ли у вас так, что встречали странные находки в совсем неожиданный момент? Все, наверное, не раз находили деньги, ключи, различные драгоценности на улице. Но не часто же увидишь брошенную кем-либо машину или мотоцикл. А вот у меня как раз недавно был такой удивительный случай. Но мало того, что я нашел сам авто, так и то, что я в нем обнаружил, просто шокировало меня. Ну давайте совсем по порядку. Я обычный российский мужчина, который любит ходить за грибами. Это хобби у меня с детства, мне привили любовь к этому делу мои родители. Вот прошла рабочая неделя, и я решил вырваться на природу, пособирать грибов, подышать свежим воздухом, да и вообще отдохнуть от городского шума. Погода тем более была хорошая, я позвал друзей, но все были заняты, и мне пришлось идти одному. Я думал, что грибов будет мало, но ошибался. Они были повсюду и как будто появлялись там, где я иду. Собирал и их достаточно долго, даже стемнело немного. Я уставший, но радостный хотел уже возвращаться домой, как увидел вдалеке, в чаще леса автомобиль. Сначала я подумал, что, видимо, кто-то отдыхает, но потом вспомнил, что здесь даже проезда нет. Мое любопытство взяло верх, и я решил подойти поближе. Машина была полностью открыта, никаких следов того, что ее пытались спрятать, не было. Было ощущение, что ее просто бросили и убежали. Ну, я решил подождать минут 10 в кустах, проведать обстановку, вдруг кто объявится. Но никого рядом не показалось. Я решил подойти еще ближе и посмотреть, что внутри. Машина была чистой внутри, ключей не было, бардачок был пуст. Я решил посмотреть, что было в багажнике, и обнаружил там пистолет. Тут адреналин мой подскочил, я хотел уже звонить в полицию, но связи не было. Я сделал пару снимков и побежал из леса. Как только появилась связь, сразу набрал сотрудникам полиции, объяснил ситуацию, и они были уже через 20 минут. Я запомнил то место, где обнаружил машину, и повел туда сотрудников. Через 15 минут мы были уже на месте. Сотрудники начали осматривать машину, брать отпечатки пальцев и пробивать по базам авто. Оказывается, в городе орудовала банда мошенников, и их недавно пытались поймать в этом лесу, но найти их не удалось. Они просто бросили машину и скрылись в неизвестном направлении. Но благодаря моей находке они выяснили, кто владелец пистолета, и у них появилась хорошая наводка на преступников. В итоге их задержали спустя месяц в другом городе. А меня наградили грамотой за содействие полиции. Вот такая интересная ситуация со мной произошла, которую я запомню на всю жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.